Так, всем добрый день. Мы с вами находимся в Аютае. Приехали посмотреть на тайский рынок. Так. Здесь плавучий рынок находится. Катание на слониках. Китайцев миллион-триллион. Хотели со мной сфотографироваться, но я тут занята. Пойдемте. Плавучий рынок в Аютае. Аютая — древняя столица Таиланда. Ну, я так поняла, что у них туристический здесь небольшой комплекс, куда едут все туристы, тайцы в том числе. Ну и мы сюда приехали, потому что тут можно и покататься на слониках, поесть, видимо, Аютая. Есть такие макароны, как суп с макаронами рисовыми. Называется он коэ-теоу. В Аютае принято есть маленькими порциями, но много тарелок. То есть человек раньше ел там, например, до 10 тарелочек съедал. Там по чуть-чуть наливается порционно. Вот хотим попробовать здесь настоящие традиционные вот эти макароны под названием коэ-теоу. Конечно, в Паттайе они отличаются. Так, дальше посмотрим. Можно пить пиво. Кто-то с утра уже, причем тайцы, да? Барашики. Это козочки. Козочки. Нет, там у них такой арсенал из пива стоит. Вообще меня удивляет, чтобы тайцы пили с утра. Это козочки, да. У козочек горизонтальные глазки. Молочком кормим. Плавают рыбки. Саша мне говорит: не снимай, мама, смотри под ноги. Сладости разные. Пойдем. Это цветки лотоса. Не знаю, как их готовят, честно говоря. Бананы. Какие-то неизвестные мне горошины. О, банановые связки огромные. Здесь национальные их сладости. Саш, да подожди, я поснимаю немножко, показать. И бабуля посмотрит. Вот плавучий рынок, да. Из кокоса делают сладости. Здесь тоже что-то варят, жарят. Сань, ты чего? Ну, здесь мы смотрим футболки. Они говорят, одежда для купания. Вот для всей семьи одинаковые, например, футболки. Да. Угу. Розовые возьмем всем. А вчера мы Ние сделали шоколадные волосы, и она гордится этим. Покажи. Красиво, вот. У нее теперь не черные волосы, а коричневые, да. И она считается у них крутая девочка. Суперзвезда будет, в школу придет. Вот это у них очень считается светлый тоже тон, поэтому все, она как иностранка теперь ходит. Ну, мы решили останавливаться у каждой лавки. А вот там я заметила, группа китайцев идет вот с гидом, у гида микрофон. И он их ведет, прям эту группу, рассказывая о каждых сладостях, о каждой лавке тут. Ну, короче, торговля здесь идет. Хочу сказать, что в Паттайе есть плавучий рынок. Он очень, не знаю, русским не нравится, потому что торговли там вообще практически нету. Нам все непонятное какое-то. Все в основном на китайцев рассчитано. Здесь, конечно, в этом плане получше. Тут вон и выбор большой, тут и лавки сами по себе побольше как-то. И прям он огромный. Да, в Паттайе там немножечко совсем проходишь. И не знаю, может, это мое, конечно, только мнение, но в Паттайе все-таки отличается. Я бы сказала, мини-вариант плавучего рынка. Ну, то, что мы вчера делали в ресторане в плавучем, вот здесь тоже можно
купить корм. 20 бат, даже 10 бат здесь дешевле. Обычно 20 бат пакетик корма. Загадывая желание, бросаешь рыбам, сомики, карпики съедают. Желание через некоторое время исполняется. Тамбун называется. Это хорошее, доброе дело для тайцев. Обычно в храмовых комплексах принято кормить храмовую рыбу. Ой, гид сюда добрался. Он реально рассказывает про каждую лавку, он про одежду им рассказывает этой группе. Но мы так русские, конечно, экскурсии не водим. Все, они его слушаются, вот идут за ним. Но у него нету флажка. Обычно у них такие флажки длинные, чтобы не потерять из виду гида. Гид прилетает с ними прямо в самолете из Китая и сопровождает их везде, прямо по всему Таиланду до конца, и вместе они улетают. Как такового тайского гида у них практически не бывает. Рынок какой-то нескончаемый, тут все, и игрушки, и секирки, какие-то национальные инструменты для детей, всего куча. Ой, а сколько тут еды, это просто кошмар. Вот реально какой-то нескончаемый рынок. Что-то наш папа там решил купить. What do you want to buy? Какую-то еду. What is it? Помыть. Он хочет купить кальмарчиков. А вот здесь они фотографируют, то есть можно нарядиться, тебя нарядят в старинную одежду, сделают красивую фотку. How much? One photo. One family. Family талайка. Full family, how much? Что-то вообще дешево, всего 150 бат. Продолжаем бродить по рынку. Просто заметила здесь такое дерево, которое на самом деле дерево, и у него корни растут. Вот смотрите, как из воды. Такой чистокол получается. Как делают кальмары, никогда в жизни не видела. Или это мяско он делает? Они помыкны, помык? Му, это свинина. Вот так вот они ее топчат своей какой-то топталкой. Ну и потом продают разные разновидности ее же. Я видела такую рыбу еще. С кальмаров тоже часто делают. Ну прикольно, я просто не видела, как их давят, месяц. В бамбуковых краб. Это в банановых листьях запеченный краб. Что-то еще там есть, господи. Миллион всякого-всякого. Еда повсюду. Запахи разнообразные, пирожные. Тут же тебе чили в нос. Только что мы поели мороженое. Прямо из горшочков глиняных. То есть они делают глиняные горшочки. Наверное, школьная группа приехала. В эти школьные, в эти горшочки они просто кладут мороженое и продают вместе с горшочком. Все это стоит 35 всего бат. Горшочек потом чуть позже покажу. А так пекут блины. Hello. 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 Так, мои куда-то ушли. Вот тут можно даже не прерываться на самом деле, не ставить стоп на камере, потому что тут каждая лавка, она какая-то индивидуальная. Тут очень интересно. Ну, это, в принципе, более-менее такой привычный нам уже вид. Жареная рыба в соли. Так. Наши захотели покушать. Ну, вот так вот лодочка катает здесь. Наверное, мы пришли на остановку, я так понимаю, потому что тут, когда канат убирают, наверное, они сюда садятся. Прикольненько. Китаёзы? Нет, не знаю. Машут. Hello, hello. Все в национальных костюмах ходят. Действительно, ощущение, как будто ты попал в древность. Вот прям каждая деталь, не знаю, даже эти деревья корнями, которые, да, растут вверх, но просто окунают в ту реальность. Если бы не современная сейчас одежда, вот у нас, у посетителей, прям можно подумать, что ты вернулся в прошлое. Прикольно, конечно.
Вот в таких горшочках мы сейчас ели мороженое. То есть они накладывают, их сами делают. Я так подозреваю, что... Hello, hello. Савадика. Вот они такие молодцы. Хорошенькие, в костюмах, доброжелательные, все улыбаются. Когда-то лет 10 назад, когда я приехала в Таиланд, в Паттайю, здесь в Паттайе улыбались тоже так же часто. Сейчас немножко этот момент куда-то делся. Здесь с большим потоком, я так думаю. Что если раньше туристы были как бы в диковинку, да, то сейчас, конечно, этим никого не удивишь, поэтому улыбаются в Паттайе на самом деле уже гораздо меньше. Так, ну мы решили здесь же прямо остановиться. Вот предлагают нам сесть вот за такие же столы, то есть вот так ноги, грубо говоря, в море, в пруд, в канал. И сидишь, кушаешь. Так интересно. Я говорю, наши дети упадут, наверное. К лошадкам чуть попозже пойдем, секунду. А они говорят, нет, не упадут, все тут продумано. Ну ладно, будем есть здесь с видом на лошадок. Вот тут на рынке проводится еще шоу. Последнее, наверное, видео с рынка. Там уже выход. Мы прошли его весь, очень большой. Пробыли мы здесь, наверное, часа 2. Конца и края ему нет, не знаю. Но если пробежать бегом, наверное, получится за полчаса. А если пройтись с остановками еще на покупки, да поесть, посидеть, то, наверное, ну как раз, да, 2-2,5 часа, наверное, надо планировать на него, если что. Вот покидаем мы рыночек, идем на парковку, наши покупают копилки, одели мы одинаковые футболки, которые купили, а еще хотела показать вот этот бамбук, в общем-то здесь кокосовый сок внутри со льдом, очень сладенький, хорошо освежает и вообще рады мы, что приехали. Сейчас мы едем 4 километра отсюда, есть голова Будды, обросшая деревом, как сказать-то правильно. Я просто никогда не водила сюда экскурсии, не была ни разу. И вот сегодня мы едем через 4 буквально километра, там остановимся и дальше уже поснимаем. Аютая Ват Махатам, по-моему, называется Ват Махатам. И вот здесь как раз находится среди этого комплекса голова Будды, на которой выросло дерево. И получается, что дерево поглотило когда-то эту голову. Сейчас это является достопримечательностью, и фильмы снимают здесь. И мы тоже идем к ней. Конечно, сегодня мы подустали, сейчас 3 часа дня. Но вымотались, честно говоря, сильно. Мы поехали из Бангкока, выехали в 10 часов. Что-то уже намотались как-то немножко. Ну ничего, сейчас к цели своей придем. Здесь мы каждый уголок исследовать уже не будем. Как в Камбодже мы там были, пролазили, каждый кирпичик обсмотрели, каждую надпись на нем, каждую трещинку. Здесь, конечно, мы так не будем делать. Ну, видно, что старое все просевшее. Очень здорово ощущать себя в какой-то древности. Конечно, туристов здесь очень много, сразу видно. Сюда приезжают, ну, тайцы большинство, я вижу, китайцы есть. Иностранцев пока никого не видела, кроме себя. Только зашли. И обратите внимание, очень много отрубленных голов у статуи Будд. Когда-то кхмеры обнаружили, что тайцы стали прятать золото в головы Будд. И при перемещении одной из статуи отвалилась голова. Она упала и обнажилось золото, и после этого кхмеры начали рубить головы. Да, вот я как раз рассказываю, что кхмеры начали отрубать голову, будут искать золото.
Ну и вот она, голова Будды. Мы сейчас сфотографируемся здесь. Ну и на этом, пожалуй, все. Я отключаюсь. Нужно приезжать сюда самим. И лучше это делать, конечно же, с гидом. Потому что сама я по Аютае очень сильно плаваю. Тайцы много тоже не рассказывают, да и не поймешь толком на английском. Ну все, отключаюсь. Желаю посоветовать вам, да, с гидом сюда экскурсионную программу. Аютая вообще, походу, сплошной просто туристический такой город, закрытый, я не знаю, экспонат сам по себе, как памятник архитектуры и прошлого. Вот прямо посреди дороги, да, мы едем, нормальная, хорошая дорога, и слоновья деревня расположилась. Да, кстати, тут стоят везде велосипеды, действительно, наверное, для того, чтобы ездить по Аютае на велосипедах и смотреть по сторонам. Везде эти постройки, везде пагоды, везде вот все интересно как-то. В общем, мне очень понравилось, но единственный совет могу дать, что надо ехать сюда с гидом. Мы-то ладно, как бы тайцами мы здесь живем, мы еще не раз сюда приедем, это мы так выходной решили провести экспромтом. Но если выбираетесь один раз всего, да, то надо, конечно, сюда ехать обязательно с гидом и все слушать, что для чего. Вот что у них, какой-то кемпинг тут, вот фиг знает. Может, гид бы нам и рассказал. Потому что тайцы мои, они тоже бангкокские, они сами здесь толком ничего не знают. Ну, здорово. То есть тут едешь вроде по дороге, мы уже отъехали от храмового комплекса, а он как будто продолжается, и везде эти построечки, построечки. Слоники катают. เนี่ยมากกลัวมันไม่นั่งกลัวไอ้นี่มันปกเมงโก้มดูท่าทางมันทันหลังช้างไม่อยู่ Прям по городу слоны катают вообще. Что меня поражает, что едешь тут, едешь, хоп, тебе слоник идет. Вон они прям по дороге идут.